Всем привет! Как иностранка, живущая в другой стране, я открыла для себя несколько австралийских фильмов, благодаря которым можно узнать больше о культуре страны и также как бы заглянуть вовнутрь сообщества. Я расскажу о топ-5 фильмов, которые я считаю необходимым посмотреть, если вы хотите больше узнать об Австралии. И также я рекомендую смотреть фильмы исключительно на языке оригинала, так вы сможете больше понять про австралийцев и погрузиться в эту атмосферу. You're terrible, Muriel. Самый первый фильм, о котором мне хотелось бы рассказать, называется Two Hands, или, как по-русски его забавно перевели, «Пальцы веером». Это криминальный фильм, который рассказывает о молодом человеке, который стремится заработать и связывается с мафией, и, конечно же, у него происходит целая сеть событий и передряг, в которую он оказывается вовлеченным. I got a new job, and you could say I'm moving on. Yeah, what are you doing? I'm working for a guy, just doing odd jobs here and there. You got your keys here, mate? What? Give him your fucking keys. You're not taking my fucking car? It's only going to take 20 minutes. He needs a car. Give him your fucking keys. We just got the gearbox done. Good, it means it fucking works. Now give him your keys. В фильме используется очень интересный саундтрек, такого сочетания австралийской современной музыки с классической музыкой в таком роковом стиле. Очень интересно смотреть и как бы погружаться в эту атмосферу. Также главную роль исполнил Хит Леджер. Наверное, вы все знаете, он играл Джокера, и вообще это знаменитый актер. Я считаю, что он потрясающе просто сыграл в этом фильме. You give me a shotty? Yeah. Why? Don't like shotguns? No, yeah. Shotty's alright. Yeah, shotty's a good one. Также, несмотря на то, что фильм криминальный, он как бы снят в таком комедийном стиле. Вы сможете перенестись в какие-то исключительно бытовые австралийские фишечки, которые так незаметно переплетаются со всей этой мафиозной историей. What's happened to these bullets? They're bloody rusty or something. I accidentally put them through the wash. You what? I had them in the pocket of my shorts and I washed them. Well, of course they're going to be fucked if you put them through the fucking washing machine. И еще мне хотелось бы сделать такое небольшое сравнение с фильмом «Брат» и «Брат 2». Здесь есть некоторое сходство, на мой взгляд, и если вам нравится «Брат 2», я считаю, что «Пальцы веером» вам также будет очень интересно посмотреть. What if we see any cops? What do you mean? Well, if a cop comes on. Следующий фильм называется «Storm Boy» или «Штормовой мальчик», и он существует в двух версиях. Это версия 1976 года и 2019 года. Я смотрела оба и могу рекомендовать оба, так как практически они рассказывают одну и ту же историю, и оба довольно-таки хорошо сняты. It was called 90 Mile Beach. I was cut off from the world. Then one day the world came to me. Фильм семейный. Он показывает такую красоту Австралии и показывает это на примере истории одной семьи, где маленький мальчик живет с отцом в такой довольно-таки большой изоляции. Why do we live here? Он тренирует пеликана, то есть он становится другом с пеликаном, и это достаточно уникальный случай. Также мы можем наблюдать, как некоторые герои развиваются в ходе этого повествования. История очень трогательная. Все это довольно-таки интересно смотреть. The radio will tell you you need this and that and 1,000 other things. You want more and more, so you'll end up chasing a lot of rubbish. Следующий фильм, о котором мне хотелось бы поговорить, называется «Muriel's Wedding», и по-русски он звучит как «Свадьба Мюриел». Это просто такая уникальная комедия в австралийском стиле, снятая в 1994 году, со знаменитой австралийской актрисой Тони Коллетт в главной роли. Она много где играла, и у нее такая интересная внешность, которая, как бы сказать, не располагает вас сразу, но на протяжении фильма вы понимаете, что она просто идеально подходит для этой роли. Фильм рассказывает историю о девушке, которая живет в небольшом городке в Австралии. Такое достаточно депрессивное место, она хочет оттуда сбежать, и она просто буквально одержима идеей выйти замуж.
Looks like I'm next. No one's ever gonna marry you. You've never even had a boyfriend. Она ждет от этого прекрасного принца, который спасет ее, увезет далеко от семьи, и принц все не появляется, и вот она отправляется в большой город на поиски своего счастья. This is my new life. I'm a new person. Кстати, забавно, что в этом фильме, на протяжении всего фильма, мы наблюдаем саундтреки группы ABBA, потому что главная героиня также буквально одержима этой группой, и это придает такой характер фильму. Сначала может показаться, что история поверхностная, но история достаточно глубокая. Не в пример многим голливудским фильмам, которые в последнее время смотрю. Рекомендую. You're terrible, Muriel. Are you? You're beautiful. Следующий фильм называется «Chopper». По-русски перевели как «Взгляд изнутри». И он достаточно жесткий. Там есть сцены насилия. Ну, такой прямо. Тоже криминальный. You have a history of violent behavior. История рассказывает о знаменитом австралийском криминале. Марк Брэндон Чоппер Рид. Главную роль в фильме исполнил Эрик Бана, который, кстати говоря, был замечен в Голливуде сразу после этого фильма, и это сделало его дальнейшую карьеру. You've probably read all the newspaper stories about me, and you've heard the word on the street about me, and you've got a picture in your head of what bloody Chopper Reid's like, and we're sitting here at this bar, all very nice and cosy, and I'm a bit of a bloody letdown to you. Фильм основан на мемуарах этого криминала, и некоторые вещи он, конечно, приврал. Фильм довольно-таки анекдотичный, очень захватывающий. How would you describe yourself now? Just a bloke. Just a good bloke down on his luck. Well, you don't seem out of luck to me. You've written a bestseller. Yeah, I know. And I can't even bloody spell. Фильм прямо-таки австралийский. Здесь очень много сленга, который даже англоговорящие люди могут нелегко понять. И несмотря на то, что фильм очень брутальный, такой жестокий, он достаточно смешной. Forget the rag, boys. Get the fucking cash, would ya? Bloody frozen. How long's it going to take to defrost that, you idiot? No, I didn't take him to the bloody hospital. Now tell me this, right? Why would I shoot a bloke, bang, and then put him in the bloody car and whiz him off to the hospital at 100 miles an hour? It defeats the purpose of having shot him in the first place. What's more, it's bloody insulting. It's bloody insulting. И завершает мой список фильмов на сегодня фильм под названием Looking for Ali Brandy. Looking for Ali Brandy. Который по какой-то странной причине перевели как «Тинейджер года». Это история о девочке, которая заканчивает школу, и ей уже не терпится начать свою взрослую жизнь. I'm surrounded by girls whose fathers treat them like princesses. I don't belong anywhere, and I hate it. Но оказывается, что вокруг тоже много всего интересного. Здесь и любовь, и отношения с друзьями, и отношения внутри семьи. Sì, adesso che suona musica, vieni qua. Ancora ce n'è di fare. I have got to get out of here. You probably can't tell by looking at me, but actually, I'm cursed. So's my mama and my nonna. Это семья итальянских иммигрантов, и здесь очень тонкой нитью проходит сообщение о проблемах ассимиляции иммигрантов, в австралийскую среду. Oh, in case you're wondering, this is Tomato Day, or as I like to refer to it, National Wog Day. You might think this is all quirky and cute, but I actually find this really embarrassing. I mean, you'd think they'd never left Sicily, except that it was like 50 years ago. Главную роль сыграла актриса Пия Миранда. Охренительно сыграла эту роль, и уже только из-за нее я бы рекомендовала смотреть этот фильм. Do you want to go out? You'd have to meet my mother. Does this boy have a car? No. В общем, фильм действительно стоящий, очень рекомендую для такого семейного просмотра или просмотра с подружками. I'm the master of my own destiny. Итак, это был топ-5 моих любимых австралийских фильмов, которые я очень рекомендую к просмотру. Фильмы уникальные, я таких еще не встречала, и они помогают погрузиться именно в культуру, австралийскую атмосферу и больше понять это общество. Всем спасибо за просмотр и пока! Hey!
рассказывает о молодой девчонке, которая оканчивает школу, и она с итальянской семьи. I'm joking.